Сегодня мы не просто расскажем о скорпионах, мы разберем по частям два живых кошмара – Titius metuendus и Titius obscurus. Вы ожидаете увидеть просто скорпиона, маленькое создание с жалом, примитивного хищника. Но это ошибка. Мы спустимся в зеленую бездну Амазонии, где каждый шаг – риск наступить на то, что ждет именно вас. Мир, где каждый шаг может стать последним. А тишина – это лишь признак того, что охотник уже выбрал цель. Мы разберем по косточкам анатомию кошмара, который реально существует. Если вы почувствуете укол в лодыжку, до ближайшей больницы может быть 300 километров непроходимых болот. Но время у вас закончится гораздо раньше. Здесь, в этой изоляции, где даже звук вашего дыхания кажется чужим, обитают они. Два вида из рода Titius. Два механизма, созданных эволюцией, чтобы превращать жизнь в агонию. Titius metuendus и Titius obscurus. Они почти одинаковы на первый взгляд, но с разной природой кошмара. То, как они убивают, различается так же, как электричество и огонь. Это история двух видов, скрывающихся в тенях Амазонки. Два живых кошмара. Размером с вашу ладонь они ждут вас в тени листа, которого вы даже не заметите. История этого кошмара началась задолго до того, как на Земле появилось первое дерево. Скорпионы семейства Buthidae – это живые ископаемые. Их анатомия практически не изменилась за последние 400 миллионов лет. Представьте себе механизм, который оказался настолько эффективным, что природа отказалась его совершенствовать. Это совершенство убийства, отточенное вечностью. Он почти невидим. Черный скорпион Амазонки. Titius obscurus, обитатель французской Гвианы и Северной Бразилии. Он – само воплощение тьмы. Крупный, до 10 сантиметров в длину. Темный, почти черный, с легким металлическим отливом. Он не выделяется. Он растворяется. Он сливается с гнилой корой деревьев так безупречно, что его невозможно заметить, даже глядя в упор. Обитает на высоте до 1-2 метров. На коре деревьев, в расщелинах. Его тело – это сенсорная система. Каждая волосинка – датчик вибрации. Он не видит добычу. Он чувствует ее, как радар. И когда вы касаетесь поверхности, на которой он сидит, его хвост уже движется. Быстро, точно, без предупреждения. Но самое страшное – это клиническая картина его укуса. В отличие от других сородичей, яд обскурус вызывает уникальный неврологический синдром. Через несколько минут после укуса у жертвы начинаются миоклонии – внезапные сильные вздрагивания мышц, похожие на удары током. Глаза начинают хаотично вращаться. Речь становится нечленораздельной. Люди, пережившие это, описывают состояние как электрический ад. Вы находитесь в сознании, но ваше тело бьется в конвульсиях, которые вы не можете остановить. Это полный распад контроля над собственной оболочкой. Это триумф чистой первобытной химии над человеческой волей. Titius metuendus – властелин Западной Амазонии. Его размеры внушают ужас, а агрессия не знает границ. Если большинство скорпионов предпочтут убежать, то metuendus атакует. Длина тела до 12 сантиметров. Цвет коричнево-желтый с полосами, почти красивый. Но эта красота – маскировка. Он предпочитает нижний слой леса, там, где влажно и тепло. Его жало – это не просто игла. Это инжектор. Скорость удара менее 0,3 секунды. Вы не успеваете отдернуть руку, и в этот момент яд уже внутри. Его яд вызывает мощнейший выброс катехоламинов, адреналина и норадреналина. Сердце начинает биться с бешеной скоростью. Артериальное давление взлетает до критических отметок. Жертва чувствует, как ее грудную клетку сдавливает стальной обруч. Это состояние называется адреналиновый шторм. Ваше собственное тело становится вашим палачом. Каждый удар сердца превращается в пытку. Если направить на Титуса ультрафиолетовый луч, тьма расступается, обнажая нечто запредельное. В их хитине содержатся флуоресцентные белки, которые заставляют скорпиона сиять мертвенным, неоновым, голубовато-зеленым светом. Это не красота. Это предупреждение из преисподней.
Зачем существу, живущему во тьме, способность светиться? Наука до сих пор не дала точного ответа, но вид этого призрачного сияния среди черных корней вызывает первобытный трепет. На нижней части их тела расположены уникальные органы – гребневидные пектины. Это биологический сканер, сочетающий в себе функции носа, языка и сейсмографа. Титус слышит химические сигналы вашей кожи и вибрацию ваших шагов за десятки метров. Вы еще не видите его, но он уже пробует ваш страх на вкус, анализируя состав воздуха, выходящего из ваших легких. Их дыхательная система – это реликт. Книжные легкие представляют собой стопки тонких пластин, напоминающих страницы древнего фолианта. В этом есть зловещая ирония. Пока вы задыхаетесь от паралича, вызванного их ядом, они спокойно перелистывают страницы жизни, поглощая кислород из влажного воздуха джунглей. Это примитивно, надежно и пугающе эффективно. Тело Титуса покрыто экзоскелетом, который по прочности может соревноваться с современными композитными материалами. Это биологический танк. Его панцирь выдерживает давление, которое раздавило бы любое другое насекомое. Это не просто кожа, это доспех, созданный для того, чтобы игнорировать сопротивление жертвы. Их клешни или педипальпы у титусов тонкие и изящные. Но не дайте себя обмануть. В мире скорпионов действует правило: чем тоньше клешни, тем мощнее яд. Клешни титуса – это не дробящие молоты, это хирургические зажимы. Их задача – не раздавить вас, а зафиксировать в одном положении ровно на секунду. Достаточно одного мига, чтобы хвост нанес решающий удар. Титус может обходиться без еды целый год. Его обмен веществ замедлен до предела. Он, как мина замедленного действия, зарытая в грунт. Он не тратит энергию на бег или активную охоту. Он ждет часами, днями, неделями. Эта неподвижность пугает больше всего. Это абсолютное терпение профессионального киллера. Несмотря на медленный метаболизм, скорость атаки Титуса составляет доли секунды. Это быстрее, чем моргание человеческого глаза. Ваши нервные импульсы движутся со скоростью 120 метров в секунду. Удар хвоста Титуса – это вспышка. Вы осознаете, что произошло, только когда яд уже начнет разрушать ваши ионные каналы. У Титуса несколько пар глаз, но он практически слеп в нашем понимании. Он видит мир как движение теней и тепловых пятен. Для него вы не человек, а массивный тепловой объект, источник вибрации. Вы – препятствие или добыча. У него нет сострадания, нет страха, только алгоритм. Обнаружить, зафиксировать, поразить. Титиус метуэндус и Титиус обскурус – не просто животные. Это результат миллионов лет эволюции. Их яд – это точный инструмент, их тело – идеальная система. Их атака – мгновенная. Они не злы, они не агрессивны, они просто эффективны. И именно это делает их страшнее всего. Мы привыкли бояться крупных хищников, клыков, когтей, рева в темноте. Но настоящая опасность часто меньше ладони. Тихая, незаметная, идеально приспособленная. Мы изучили лишь малую часть того, что скрывается в тропических лесах. И, возможно, мы даже не понимаем, как работает то, что уже рядом, потому что каждый такой организм – это загадка. Каждый яд – это код. Каждый укус – это сообщение, которое мы еще не научились полностью читать. И где-то в темноте они все еще ждут. Если вы хотите узнать больше о существах, которые скрываются за пределами нашего понимания, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее погружение в бездну. И помните, знание – это единственное противоядие.